Можно вопрос задать? Да. Вот как вы относитесь к идее Джонджо о происхождении жизни? Вы вообще эволюционист или креационист? Не читал. Эволюционист. Эволюционист, да. То есть вы считаете, что у вас жизнь возникла таким стихийным, случайнообразным образом, да? Методом случайных чисел, да? Ну, путем эволюции. Я как бы не ученый, не знаю конкретики никакой, поэтому больше... А как вы относитесь к достижениям сегодняшней технологии по редактированию генома человека? Можно редактировать геном человека? Я думаю, попытки, может быть, есть какие-то, но... Но они уже, технология работает, все. То есть вмешаться можно и спроектировать ребенка, например, каким-то... Заломанный ген есть. Против? Да. А тест на ДНК отцовства, как вы к этому относитесь? Ну, просто бывают иногда ситуации, в которых он необходим. Ну, вы доверяете этому тесту? Тесту, да. А я не был. Он не стопроцентный. Ну, 99,99, да? Да. Ну, нет. Ну, не доверяете, 80, да? 80%, насколько я знаю. 80. То есть вы не доверяете этому тесту на отцовство? Нет. А вообще вы за то, чтобы его применять, этот СОС? Ну, если возникает такая необходимость, я считаю, что видно, ребенок похож или нет. Ну, видно. Скажите, пожалуйста. Видно, конечно. Да, все мои дети, у меня 5 детей, 3 уже внука и 2 взрослых дочки. Ну, видно, что дети. Я не знаю, зачем. Ну, это тот случай, когда видно, тут все понятно, да. Вот всегда видно. А как вы относитесь к редактированию генома человека с точки зрения проектирования будущих детей? Нет, я считаю, что если, например, есть возможность корректировать какую-то страшную болезнь, и у людей другого выхода нет, чтобы зачать, например, ребенка со здоровыми генами, это как крайний случай может быть. Но вообще, я считаю, природа такова, что не надо в нее вмешиваться, потому что любое вмешательство природы так не прощает, всегда будет месть. Чем вас заинтересовала эта книга? Мы думаем, это больше физика или больше... Биология. Или биология? Биология. Больше биология, да. А к физике тогда с какой стороны? Мне кажется, ну, видимо, сочетание такое, междисциплинарное исследование, как сейчас очень модно. На квантовом уровне изучение биологических, каких-то психологических проблем. Вот можно спросить у вас, как вы относитесь к тесту на ДНК для определения отцовства? Положительно. Положительно. Вы доверяете этому тесту? На 95%, Вы наверное, доверяете, да? Самому тесту, да. А как его делают, тут уже есть вопросы. А вот вообще к технологии вмешательства, редактирования генома человека, нет, это, наверное... как вы относитесь? Ну, я скорее отрицательно. Отрицательно. Почему? Вот можно же отсечь какие-то болезни на уровне зачатия. Ну, естественный отбор никто не отменял. Ну, отсечь-то можно, но как сказать-то? Но если это необходимо, то, наверное... А если начать вмешиваться напропалую, то это хорошо. То есть человек как бы имеет моральное право, он имеет техническую возможность вмешаться, а моральное право он имеет вмешаться, ну, скажем так, в промысел Божий. Ну, имеет, наверное, потому что... А я вот думаю, все-таки нет. Все-таки люди верующие, и, наверное, нет, скорее нет. Скажите, пожалуйста, как вот вы относитесь к идее программирования генома человека и таким образом усовершенствования жизни? Ну, не усовершенствование, а рождение жизни, по всему. Ну, в данном случае я говорю о редактировании, уже возможностях редактирования генома человека. Ну, это уже делается. Да, это делается. Как вот вы относитесь к такому попытке усовершенствовать человека, вмешаться в промысел Божий? Резко положительно. Это должно быть, если произойдет. Непременно произойдет. Произойдет, но как вы относитесь Если к есть этому? научная теория, она ничем не будет сдержана, никакими препонами. Она будет реализована всегда.
Ну, а как вы считаете, она в лучшую сторону усовершенствует человека или приведет к созданию идеального солдата? Любое научное достижение может быть обращено в пользу, так сказать, войны, это же понятно. Любое, даже обычная ложка может быть человеком. Ну что это? Естественно, будет в лучшую сторону. Естественно, лучше. А ваше мнение об этой книге каково? Дело в том, что автор этой жизни это дарвинист, по-русски говоря, эволюционист. Ну, а вы сторонник креационизма или эволюционизма? Я сторонник теории того, что нас создал кто-то. То есть Не обязательно креационизма? Бог. Да. Что креационизм в чистом виде это тоже как-то плохо. Не ссылайся постоянно на Библию и так далее и все прочее. Это не то, понимаете. Нас его создал цивилизация. Кто-то, сверхцивилизация. Назовем ее Богом, если не хотите, пожалуйста, никаких проблем. Хорошо писал он Бернард Вербер в своих книгах «Ангелы и боги». Там он предложил теорию, как это все могло произойти с помощью внеземного разума. Очень интересная книга, всем рекомендую почитать ее. Там очень прекрасно изложено, как это может быть. То есть так сказать, состояние Земли, возможность жизни на Земле во Вселенной, она крайне мала. Ну, просто невозможно просто без создания разума. Это ж, ну как это, может, он сам приводит рассуждение в этой книге, какая вероятность рассуждения саморепликанта, как он пишет, возможно, ничтожная. Просто невероятно ничтожная, просто невозможная в математике, понимаете? Следовательно, кто-то это сделал. Он же сам приводит пример, как самолет может возникнуть над бурей, над свалкой, так сказать. Ну, это же понятно, и везде пишут, все нормальные авторы пишут, что это практически невозможно. Значит, кто-то должен был сделать, таким-то образом создать. Невозможно такую сложнейшую систему, более того, их миллионы организмов возникали в разных периодах. Кембрийский взрыв, там, допустим, то же самое Хайнанский взрыв, тоже Эндиакарский взрыв. Взрыв жизни появлялись внезапно, колоссальное количество организмов, сложнейшим образом устроенных. И что это, случайно? Ну хорошо, одна клетка там, может быть, там миллиарды лет каким-то образом возникла, но такие количество организмов, это невозможно, понимаете, просто невозможно. Кстати говоря, Земле не миллиарды лет, существует много гипотез, теорий даже научных, которые показывают, что Земля не миллиарды лет, а несколько тысяч лет, что подводит нас к чему? Ну, не тысяч, наверное, все-таки. 1000 лет, все-таки наша цивилизация последняя. Книга есть такая, 100 доказательства молодого происхождения Земли. Есть такая книга, я читал очень несколько раз, интересно. Там 100 доказательств этих. Ну, частично их опровергли, частично не могут опровергнуть, понимаете? Нет доказательств, что есть 4,5 миллиарда лет придуманных историй, высосанных из пальцев, понимаете, учеными. Я скорее к теории Бога, высшего существа, который нас создал. Ну, автор чисто дарвинист. Просто у меня вопросов к нему никаких нет. Я хочу получить его подпись на книге. Квантовая биология — интересное направление. Он хорошо, неплохо описывает там воспроисхождение сознания. Там мне очень нравится. Она теория очень интересная. Не микротрубочки, как он пишет, а вот когерентное состояние. Ну, не важно, в книге это описано. Это очень прекрасно изложено. Вот доказательно, что я пришел. А дарвинизм в споре бесполезно. Это религия, понимаете? Такая же, как, вот, честно говоря, и наука. Вот мы пришли на презентацию книги о происхождении жизни. Фактически вы сторонник вообще креационизма или все-таки дарвиновского эволюционизма? Я считаю, что обе теории имеют место быть. Вот. Это, как мне кажется... Но вы сторонник чего? А я сторонник как раз обеих теорий. Они совместимы? Я считаю, что да, и именно в этом и есть магия мира, что возможно и то, и другое. А как вы относитесь к возможностям сегодняшним технологий, в частности, CRISPR-Cas9 по редактированию генома человека? Я считаю, что у всего есть две стороны, и необходимо ответственно подходить к любому технологическому действию. Вот. А вы доверяете тесту на отцовство ДНК? Ну, все-таки с точки зрения, может быть, личности, я бы доверился бы этому тесту, но с точки зрения индивида я бы даже, не обращал бы внимания на это, потому что не зря говорится, что все мы братья. Вот вы молодой человек, скажите, пожалуйста, вы сторонник теории эволюции Дарвина
Или, может быть, сторонник возникновения жизни на Земле путем творческого акта? Скорее первое. Эволюционист. Да, синтетическая эволюция, все такое. Ну, продолжение эволюции Дарвина. Вы считаете, что она таким случайным методом возникла, и постепенно, методом случайных чисел, вот много миллиардов лет, и постепенно мы превратились в то, что мы превратились. Скажите, пожалуйста, а вот как вы относитесь к возможностям современной технологий вмешаться в геном человека? Отредактировать творение? Очень сложный вопрос, вы сами знаете. Ну хорошо, попроще задам вопрос. А тест на ДНК на отцовство, знаете, что такое? Да. Знаете, как вы к нему? Доверяете этому тесту? Да, доверяю. Ну, если бы вам какая-то вот женщина вдруг раз предъявила тест и сказала, вот вы отец моего ребенка, а вы ее первый раз видите. Ну, теоретически, если мы, как сказать, отбрасываем всю бюрократию, возможности подтасовки, то да, теоретически я в это верю. То есть вы бы согласились? Увидев женщину первый раз, вы бы согласились, что вы отец ее ребенка на основе данных ДНК? Опять же говорю, если мы отбрасываем всю эту бюрократию, возможность заплатить, там, фальсификацию эти строить, да, я поверю. Скажите, пожалуйста, вот вы сторонник какой теории эволюционизма, дарвиновской теории естественного отбора, или теории создания мира, креационизма? Что мир был создан кем-то? Так, Дарвин у нас говорит, что эволюция постепенно развивалась от вида, от одного к другому виду. Скорее всего, другое. Потому что если бы, допустим, виды развивались постепенно, то сейчас вот этот переходный период между видами, он бы был найден, но его нет. То есть обезьяна, она как бы постепенно, вот где вот между обезьяной и человеком, вот этот вид взять. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к вот возможностям современной технологии изменять геном человека, проектировать человека на генном уровне? Честно говоря, не задумывался, но вы имеете в виду создавать какие-то, допустим... Да, у будущего ребенка можно, например, какие-то болезни отсечь. Это нормально. То есть еще до рождения какие-то качества удалить, а какие-то качества добавить. Это нормально, да, позитивно отношусь. А вот как вы относитесь к тесту ДНК на отцовство? Доверяете ему? На отцовство? Но уже слухи расходятся, что существуют такие гены-близнецы, типа того, что большой вопрос, точно ли это или нет. Ну, все-таки, вот как вы с доверием относитесь к этому тесту, если бы вдруг вам такой тест предъявили? Ну, вообще, я слышал результаты тестов, то, что как бы они очень точные. Ну, говорят, что 99, кто-то 80%. Но в целом вы доверяете этому тесту? В целом, я думаю, что да, возможно. Скажите, пожалуйста, вот как вы относитесь к тесту на ДНК для определения отцовства? Ну, смотря в каких случаях это... Ну, вот случай, если, например, вам незнакомая вам женщина предъявила результаты теста, по которому вы отец ее ребенка, а вы ее первый раз видите в глаза. Тогда я буду разбираться, в чем дело. Но если первый раз вижу ее в глаза. Да, она предъявила бы результаты теста, что 99%, что вы отец ее ребенка. Как бы вы отнеслись к этому тесту? Тогда бы я себя обвинил в каком-нибудь лунатизме. Значит, все-таки вы признавали свою вину? Ну, я думаю, что я себя бы ненормально чувствовал, если бы я не спал с этой женщиной, и у меня что-то от нее появилось. Как бы это логически просто как-то не сходится. Поэтому я бы нашел ответ, я думаю. Но либо я был не в адеквате, если реально подтверждают биологический тест, а может там что-то неправильно, я не знаю, подтвердили. То есть вы бы больше верили тесту на ДНК, чем себе?
Скорее всего, ну, может быть, и как бы фальсификация какая-то там была. Там уже надо проверить. Если бы это уже реально, я бы уже себя, ну, если бы это реально уже показания. Но он нам сказал, ну ты просто себя не помнишь, мы там вместе отдыхали, ты был пьян. Ну вот, да, если она напомнила какие-то моменты, там, я думаю, у меня в жизни не было такого, что я не в адеквате там с кем-то спал или там вообще какие-то случайные связи. То есть, но все-таки вы бы больше поверили себе или тесту ДНК? Наверное, ну, если бы меня в чем-то упрекали или говорили то, что я отец, я бы проверил это сначала, но, скорее всего, я бы доверял себе все-таки. Ну, как бы, не хочется расходиться с реальностью. Итак, дорогие друзья, пока у нас последние технические приготовления, что господин Макфадден мог рассказывать нам на примере презентации, доделываются, я хочу, чтобы мы поприветствовали нашего сегодняшнего гостя, профессора молекулярной генетики Сирийского университета, господина Джонджо Макфаддена. Давайте начнем, пока мы ждем, пока у нас техническая заминка. Thank you very much for my hosts inviting me here to give this talk about this book. Большое спасибо за то, что мне сегодня выпала возможность выступить здесь. Now, I became interested in quantum biology perhaps 20 years ago. Квантовой биологией я заинтересовался около 20 лет назад. And my interest, I am a biologist. По образованию я биолог. So I was always interested in the question of what is life. И меня всегда интересовал вот этот вопрос, что есть жизнь. And particularly, what is the difference between living things and dead things? И в особенности разница между живыми и неживыми объектами. And many years ago, it occurred to me that quantum mechanics might provide the answer. И много лет назад мне пришло в голову, что ответ можно найти в квантовой механике. Is there any physicist in your room? У нас здесь физики есть в аудитории? Okay, so you guys will know some of what I'm going to tell you. Соответственно, вам понятно будет, о чем сейчас пойдет речь. But most of you don't. So I'm going to give you a short and hopefully simple introduction to quantum mechanics. И для большинства все-таки это не совсем понятно, поэтому короткое введение в квантовую механику. And it comes down very largely to the difference between particles and waves. И по большому счету речь пойдет о разнице между частицами и волнами. And I'm going to describe a very famous experiment. Я опишу очень известный эксперимент, called the two-slit experiment. Который называется двухсрезовый эксперимент. Now, first I will point out that the characteristic of waves is they make patterns like these. Что касается волн, их характеристика состоит в том, что у них есть структура. And they are diffuse. И они расходятся. Whereas particles are particulate. А что касается частиц, они являются частичными. Light is a wave. Свет — это волна. So if you shine light through a screen with two holes. И в данном случае свет проходит у нас через ширму с двумя отверстиями. Then the waves will go through. В этом случае волны проходят через отверстие. And where the wave is high on one side and high on the other side, they will reinforce each other. И при том, что волна остается высокой и с одной, и с другой стороны, они усиливают друг друга. To give a bright band. Соответственно, у нас появляется вот такой вот узор на второй плоскости. But sometimes the wave is high on one side, from one of the slits, and low on the other side. Но иногда бывает, что на уровне одного отверстия волна высокая, а на уровне другого низкая. And they cancel each other out. И в этом случае они нивелируют друг друга. So you get a dark band. И у нас получается вот этот темный узор. So this is a characteristic of waves. Такова характеристика волн. Such as light. Например, света. Particles, such as sand, Что касается частиц, например, песка, don't give you this pattern. у нас
не будет такой структуры. One thing I should say При этом я должен сказать, is this pattern is called an interference pattern. вот этот вот узор называется интерференцией. It is the characteristic of waves. И это характеристика волн. Particles don't give interference Что patterns. касается частиц, у них интерференции не возникает. So you will just see two patterns of particles, two sand piles, if И you вот like. здесь у нас две горки песка, то есть две отдельных структуры частиц. Okay. Okay. And this interference pattern you can see in water that is very still. Вот здесь пример интерференции на воде совершенно спокойный. It is there where the waves meet. То есть в том месте, где происходит взаимоналожение волн. Now, we now switch from looking at light, which is a wave, to looking at electrons, which are particles. И теперь, рассмотрев цвет, который является волной, мы перейдем к электронам, которые являются частицами. So we have an electron gun, Вот у нас здесь стоит электронная пушка, which releases electrons. и из нее вылетают электроны. And now with only one slit open, Здесь у нас есть только одно отверстие, we get a pile of sand pattern. и у нас получается структура, напоминающая эту самую кучку песка. So it looks like electrons are particles То есть получается, что электроны — это частицы. until До того момента, we open up both slits. когда мы открываем оба отверстия. And now we get an interference pattern, И тогда мы получаем очередную интерференцию, which is characteristic of waves. каковая является характеристикой волн. This is what quantum mechanics is about. Вот это и есть суть квантовой механики. Particles can have both particle and wave character. В ней у частиц есть как волновые свойства, так и свойства частиц. But maybe you think that wave pattern is generated by collective behavior of electrons. Вы можете подумать, что волновая структура возникает за счет коллективного поведения частиц. For example, we know that water is made up of water molecules that are particles. Например, нам известно, что вода состоит из молекул воды, которые являются частицами. But when lots of them are moving together, the waves are generated. Но когда множество этих частиц перемещается совокупно, у нас возникают волны. So to test this, Вот, соответственно, тест на эту ситуацию. we release electrons one at a time. Мы выпускаем электроны по одному. And when we do, they leave the gun as a particle. И при этом покидают пушку они как частицы. They pass through the slits. Они проходят через отверстие And then they land on the screen и попадают на экран as particles. уже в виде частиц. They seem to be particles. Похоже, частицы. But then, Но потом, when you allow more electrons, когда мы выпускаем больше электронов, you start seeing a pattern. возникает структура. And eventually, these electrons form an interference pattern. И в конце концов из электронов появляется интерференция. So they are behaving like waves, even though you send them one at a time. То есть ведут они себя как волны, хотя бы летают по одному. Which suggests that the particle leaves the gun as a particle. И из этого следует, что из пушки частица вылетает как частица. It lands on the screen as a particle. На экран она попадает как частица. But in between, it becomes a wave that can go through both slits Но at в the same промежутке time. превращается в волну, которая может проходить через оба отверстия одновременно. So, although it is a particle, it can travel
through both of these slits at the Являясь same time. частицей, она может пролетать через оба отверстия одновременно. It can be in two places at once. То есть находиться в двух местах одновременно. And this is the peculiarity of quantum mechanics. И в этом состоит особенность квантовой механики. But I will tell you one more peculiarity. Но сейчас еще одно особенное свойство. You might say you don't believe this. Можете сказать, я в это не верю. So you might say, well, let's find out whether it goes through this slit or that slit. Можете сказать, давайте выясним, через какое отверстие она пролетает. So you may put an electron detector at one of the slits. И на одном из отверстий можно поставить электронный детектор. And the electron detector will make a noise, beep, Детектор электронов вот скажет бип when the electron goes through. в момент, когда пролетает мимо электрон. And now when you do that, Если так поступить, you get a beep у нас будет бип for each electron. в момент пролета каждого электрона. And now you get piles of sand. А вот здесь вот у нас образуются кучки песка. Now the electron is behaving like it is a particle То есть электрон ведет себя как частица, when you are looking at it. если на него смотреть. But what happens if you switch the detector off? Но что будет, если отключить детектор? So the detector is still there, but now you switch it off. Детектор на месте, но мы его отключили. You get the interference pattern again. Тогда опять получается интерференция. So this is very strange. The particle electron has left the electron gun as a particle. Итак, электрон, частица, покидает пушку как частица. It has landed as a particle on the screen. На экран прилетает как частица. But in between, it has traveled through both places at once, both slits. Но промежутки проходят одновременно через оба отверстия. But only when you're not looking at it. Но только в том случае, если мы на него не смотрим. If you look at it, Если смотрим, it has to choose between one slit or the other. он делает выбор между двумя отверстиями. So the world becomes dependent on if we're looking at it or not. Итак, все зависит от того, смотрим мы на него или нет. So this is the strangeness of quantum mechanics. В этом и состоит странность квантовой механики. And quantum mechanics is everywhere. Квантовая механика повсюду. Quantum mechanics is in this table, В этом столе, it's in these chairs, стульях, it's in your body. у вас в теле. And it's telling you that the world is very different at a microscopic level. И она говорит вам о том, что на микроскопическом уровне мир является совсем другим. The world behaves according to a different set of rules than those we know. Мир существует по законам, которые сильно отличаются от тех, которые нам известны. If I was an electron, Если бы я был электроном, I could be here я мог бы быть здесь and I could be in another bookstore и одновременно в другом книжном магазине. at the same time. Одновременно. That's what quantum mechanics allows you to do if you are quantum mechanical. Если вы являетесь квантомеханическим объектом, квантовая механика позволяет вам это сделать. So let's review. Итак, немножко повторимся. The electron leaves the gun as a particle, Электрон вылетает из пушки в качестве частицы, but somehow it unwraps itself to travel as a wave и неким образом разворачивается в волну, that goes through both slits пролетает одновременно через оба отверстия, and interferes with itself проходит через интерференцию с самим собой to cause the interference pattern и вызывает интерференцию. unless you look at it. Но только если вы на него не смотрите. And then you force it to be a particle all the way. Если смотрите, тогда он на все время остается частицей. Okay, I won't bother reading that. Okay, so that is a very short introduction to quantum mechanics. Вот такое краткое вступление в квантовую механику. Now, the world that we see does not behave like that. Что касается видимого нами мира, он себя так не ведет. We can't be in two places at once. Мы не можем одновременно находиться в двух местах. Quantum mechanics also allows particles to do
2 things or 2 million things at once. Кроме того, в рамках квантовой механики частица может делать 2, а может быть 2 миллиона вещей одновременно. Particles can spin one way. Например, частицы могут вращаться в одном направлении and simultaneously spin the other way. и одновременно в другом. So, but that is not what we see in the world around us. Но в окружающем нас мире мы такого не видим. That behaves according to classical mechanics, Newtonian mechanics. Там объекты ведут себя в соответствии с классической или ньютоновой механикой. Apples fall from trees and they have one position at Яблоки all points. падают с дерева и в каждый момент времени находятся в одном положении. And machines such as trains operate at the thermodynamic level. Что касается машин, например, поездов, они действуют по принципам термодинамики, Which we imagine as lots of particles bumping into each other. которая, собственно, сводится к тому, что очень много частиц сталкиваются друг с другом. And at a much bigger level we have planets and stars which behave entirely classically. В более крупном масштабе у нас есть планеты и звезды, которые тоже ведут себя в соответствии с классической механикой. But then at a quantum level you have a completely different set of rules. Что касается квантового уровня, здесь законы другие. I just described how particles can be in 2 places at once. Я только что показал, как частица может находиться в 2 местах одновременно. There is also the famous Schrödinger cat paradox. Кроме того, есть знаменитый парадокс кошки Шрёдера, which suggests that cats should be alive and dead at the same time. согласно которому кошка одновременно и живая, и мертвая. If they are attached to a quantum system. В случае, если она привязана к квантовой системе. So quantum mechanics is very strange. Квантовая механика странная вещь. And these are the main phenomena that we are talking about. И у нас вот здесь представлены основные явления, о которых идет речь. In quantum biology. В квантовой биологии. So there is coherence, which is what I've just described. Первое – это соответствие, то, о чем я только что говорил. Particles can be in 2 places at once or 2 states at once. А именно, частицы могут находиться в 2 местах или в 2 состояниях одновременно. They may also be in 2 million places at once. Ну, или в 2 миллионах or 2 million states at once. Или в 2 миллионах состояний. Another property that I haven't discussed Второе свойство, о котором я пока не говорил, is that particles can pass through barriers. Это то, что частицы могут проходить через препятствия. Rather like me walking through a wall. Это как если бы я сейчас прошел сквозь стену. And lastly, there is the property of entanglement. И последнее – это так называемый эффект запущенности. Which allows particles. Запутанности, извините, да, конечно. Which allows particles to be connected. В рамках этого эффекта частицы связаны между собой. Despite that they may be separated by astronomical distances. При том, что они находятся друг от друга на астрономическом расстоянии. This is so strange. Это очень странно. That Einstein До такой степени, что Эйнштейн didn't believe it. в это не верил. And remember, Einstein believed in warping of space-time. А как вы помните, Эйнштейн верил в искривление времени и пространства. And his science gives us black holes. И, собственно, согласно его науке были открыты, согласно его знаниям были открыты черные дыры. But he said this is too weird. Но он говорил, что это как-то уж слишком. And he didn't believe it. И в это не верил. But lots of experiments have demonstrated that it is also true. Но на множестве опытов было доказано, что это так. But quantum mechanics is usually delicate. Но при этом квантовая механика – это очень тонкая вещь. All the particles in an object have to wave in step. Все частицы, которые находятся внутри предмета, должны постепенно превращаться или выстраиваться в волну. And this is easily lost in large, randomly moving objects. И это свойство с легкостью утрачивается в крупных, произвольно движущихся объектах.
And we call this process decoherence. Этот процесс называется разрегулированием. And it's basically the difference between this, where you get interference patterns. И это по сути разница между первой картинкой, где у нас есть интерференция. Which are created by dropping 2 stones in a pond. Интерференция, возникающая после того, как в пруд уронили 2 камушка. But imagine dropping 2 stones into this pond. Но вот представьте, что в этот пруд уронили 2 камушка. You wouldn't see an interference pattern. Там интерференции не возникнет. The world is meant to be like this because of all the particles inside objects bumping into each other. И по идее мир должен быть вот таким, потому что внутри предметов частицы сталкиваются друг с другом. But which has made people think that quantum mechanics isn't involved in life. И, собственно, в связи с этим принято думать, что в явлении жизни квантовая механика никак не задействована. And that's because if you look at living cells at a molecular level, И дело все в том, что если посмотреть на живую клетку на молекулярном уровне, it's more like the waves breaking on the rocks. It is very noisy. она очень похожа на волны, разбивающиеся о скалы. Там внутри много шума. So it is not expected that quantum mechanical properties Соответственно, ждать от нее квантово-механических свойств не приходится. would survive in all this random motion. Представляется, что они просто не выживут при таком произвольном движении. So nearly everyone thought that quantum mechanics is not important in life. И, соответственно, почти все считали, что квантовая механика не важна для изучения жизни. But one man thought it was. Но был один человек, который считал, что важна. Erwin Schrödinger, Имя его Эрвин Шрёдингер, one of the founders of quantum один mechanics, из основателей квантовой механики. the author of the famous Schrödinger's cat paradox. И, собственно, он и был автором парадокса знаменитой кошки Шрёдингера. In 1944, wrote a book, What is Life? В 1944 году он написал книгу «Что есть жизнь», in which he claimed that life did operate at the, that quantum mechanics did operate at the level of life. И в этой книге он высказал утверждение, что квантовая механика таки действует на уровне жизни. But most people ignored him. Но почти все это проигнорировали. Now the reason, as I said, why quantum mechanics is not thought to be important in life is because living organisms are made of very large numbers of particles. Считается, что квантовая механика не важна для изучения жизни, потому что живые организмы состоят из очень большого числа частиц. Quantum mechanics is thought to only operate at the level of single particles. Считается, что квантовая механика действительно только на уровне единичных частиц. Or very small numbers of Или небольшого particles. числа частиц. Such as in this image. Например, вот на этой картинке. It's a famous image in which scientists at IBM, the computer company, Это картинка, на которой ученые из компьютерной фирмы IBM wrote IBM with atoms. написали буквы IBM с помощью атомов. So this is quantum mechanical information coding. То есть это пример кодирования информации на уровне квантовой механики. It was done about 20 years ago, Было это примерно 20 лет назад. and it was said to be the first time that information had been encoded at the quantum level. И считается, что это первый случай кодирования информации на квантовом уровне. But this was wrong, Но это было не так. because in the DNA double helix, Дело в том, что в двойной структуре ДНК individual particles в отдельных частицах code genetic information. закодирована генетическая информация. DNA is one molecule, ДНК – это единая молекула. and the position of single protons И местонахождение отдельных протонов
determines the color of your eye, определяет цвет ваших the глаз, shape of your nose, форму носа, or your tendency to get this disease or that disease. или вашу склонность к определенным заболеваниям. All of that is encoded in quantum particles within the DNA molecule. Все это закодировано с помощью квантовых частиц внутри молекулы ДНК. And this quantum code was discovered 3 billion years ago. И этот квантовый код был открыт 3 миллиарда лет назад. So life has been operating at the quantum level for more than 3 billion years. То есть жизнь существует на квантовом уровне больше 3 миллиардов лет. And this has been discovered in several areas, and I'm just going to just mention them and tell you a little bit about them. Это было открыто сразу в нескольких сферах, и сейчас поговорим немножко о каждой из них. The first is photosynthesis. Первое – это фотосинтез. This is where plants and microbes capture light and air and water and turn it into plants. Это способность растений и микробов поглощать воздух, воду и свет и превращать все это в растения. It is the most important chemical reaction on our planet. Это самая важная химическая реакция на Земле. Because it makes all the biomass. Потому что именно при помощи нее возникает вся биомасса. It makes plants. При помощи нее возникают растения. And we eat plants. А мы едим растения. So all biology is based on this reaction. То есть вся биология фактически основана на этой реакции. Now in experiments performed about 15 years ago, опыты, проведенные примерно 15 лет назад, that examined how plants do this reaction. В процессе этих опытов рассматривалось, как именно происходит в растениях эта реакция. The first step involves an energy transport process. В первом случае происходит процесс транспорта энергии. Where the energy of light is captured, энергия света захватывается, and then it has to be transported to something called the reaction center. И после этого транспортируется в так называемый центр реакции. Now, energy transport is, of course, involved in many processes. Безусловно, транспорт энергии участвует во многих процессах. And normally it is not very efficient. И, как правило, происходит не слишком эффективно. And this is expected to be not very efficient. И это, казалось бы, тоже должно быть не очень эффективным процессом. Because the energy is very unstable. Потому что энергия находится в нестабильном состоянии. And mostly when it's transported, it should get lost. И по идее при транспортировке она должна утрачиваться. The energy should travel in the wrong direction much more often than in the right direction. Гораздо чаще энергия должна расходиться в неверном направлении, чем в верном. So the energy should be lost. И при этом энергия должна теряться. And yet, in optimal conditions, this reaction has the highest efficiency of any transport reaction known to man. Но тем не менее, при оптимальных условиях это самая эффективная транспортная реакция из всех, которые известны человечеству. It's 100%. 100%. So every particle of light, no, sorry, I'll say that again. Every particle of energy captured from light is efficiently transported to the reaction center. Каждая частица энергии, полученная из света, эффективно доходит до центра энергии. How does it work? Как это происходит? It works on the same principle as I described for those electrons going through the slits. Собственно, по тому же принципу, по которому электроны пролетают через отверстия. Instead of the energy going one way or another way, вместо того, чтобы двигаться в том или ином направлении, it travels through these photosystems as a wave. Энергия продвигается по фотосистеме в виде волны. It travels through all paths simultaneously. И проходит через все части одновременно. And finds the fastest route. И при этом находит кратчайший путь. It's as if we could, instead of driving to work in one route or another route, это примерно то же, как если бы вместо того, чтобы ехать на работу по одному или другому маршруту, we could drive by all routes simultaneously. Мы бы ехали одновременно по всем маршрутам. And find the quickest one. И при этом находили самый быстрый. And always get to work the quickest possible route. И, соответственно, попадали на работу как можно быстрее. And
And those experiments were performed in the USA, but in many other labs around the world, and have confirmed this finding. Эти опыты проводились в Соединенных Штатах, потом были повторены во многих лабораториях по всему миру, и это было подтверждено. And remember, this is the most important chemical reaction on the planet, and it's quantum mechanical. Помните, это самая важная химическая реакция на Земле, и она относится к квантовой механике. Enzymes. Энзимы. Enzymes are biological catalysts. Энзимы – это биологические катализаторы. Now, a catalyst speeds up a chemical reaction. Катализатор – это ускоритель химической реакции. And enzymes are far, far better at speeding up reactions than any artificial catalyst. А энзимы ускоряют реакции гораздо более эффективно, чем любые искусственные катализаторы. An enzyme can speed a reaction by 10 to the power of 20. И энзим может ускорять реакцию от 10 до 20 раз. So 1 with 20 zeros. То есть у нас единица с 20 нулями. To give you a feeling for how fast that acceleration is. Ну вот попробуйте представить, о каком ускорении идет речь. If you could take your walking speed. Вот возьмите скорость своего шага. And accelerate by a factor of 10 to the 20. И ускоритесь факториалом 10 к 20. You could walk between galaxies in seconds. Вы за несколько секунд сможете дойти от одной галактики до другой. That's how much of an acceleration is provided by these enzymes. Вот какое ускорение, на какое ускорение способны энзимы. Every biomolecule in your body has been made by an enzyme. Все биомолекулы вашего тела созданы при помощи энзимов. And they use quantum mechanics. И используют квантовую механику. First, it might be expected. Because if we look at how enzymes work, В принципе, можно предположить, если мы посмотрим на то, как работают энзимы, they are molecular engineers. это такие молекулярные инженеры. They take particles and then manipulate them. Они берут частицы и манипулируют ими. They move electrons and protons in molecules. Они перемещают электроны и протоны внутри молекул. So they utilize quantum mechanics. То есть используют квантовую механику. And they use that property that I mentioned earlier called quantum tunneling. И кроме того, они... I don't think you've mentioned it. Okay, it's the property that allows particles to walk through walls. И они также используют свойства, о котором я уже говорил, способность частиц проходить через стены. It's called quantum tunneling. И это называется туннельный эффект. It basically allows particles to do things that classical mechanics wouldn't allow them to do. В принципе, с помощью этого эффекта частицы способны делать то, чего не способны делать в рамках классической механики. So a particle maybe has to get from here to here. Вот частице нужно отсюда попасть вот сюда. But it has insufficient energy to go over a barrier. Но у нее не хватит энергии преодолеть препятствие. But in quantum mechanics, it can go through the barrier. В квантовой механике она может пройти через препятствие. In essence, it disappears on one side of the barrier and appears on the other По сути, side происходит следующее. Она исчезает с одной стороны препятствия и возникает с другой. without traveling without going through the places in between. При этом не проходя то расстояние, которое лежит между. So it disappears from here Она исчезла здесь and simultaneously appears и here. одновременно возникла здесь. When enzymes manipulate molecules, Манипулируя молекулами, энзимы they do so делают by promoting tunneling. Делают это, ускоряя туннельный эффект или организуя туннельный эффект. So protons and electrons travel by quantum tunneling from one place to another in molecules. Протоны и электроны внутри молекулы перемещаются из одной части в другую с помощью квантового туннельного эффекта. And that is what the enzyme is doing, bringing the molecules close enough that this quantum tunneling can take place. И энзимы, собственно, делают следующее. Они подводят молекулы достаточно близко друг к другу, чтобы могло произойти туннелирование. And once again,
these are enzymes that make every biomolecule on the planet. И еще раз повторю, речь идет об энзимах, которые создают все биомолекулы на Земле. But there are other very important areas of quantum biology. Есть еще одна очень важная часть квантовой биологии. One of them was discovered in robins. И одну из них открыли, изучая малиновок, Particularly the European robin, особенно европейских. which migrates around the world. Они летают, мигрируют по всему миру. It lives in Scandinavia, but when winter arrives, it probably lives in Russia as well. Так, птичка живет в Скандинавии, может, в России тоже. But when winter arrives, it flies south for the winter. Но зимовать она улетает к югу. It does so using a compass. И при этом пользуется компасом. But it was discovered that this compass has very strange properties. Но было открыто, что у компаса есть очень странные свойства. For example, it's in their eye. Например, то, что он находится в глазу. It requires light. То есть ему нужен свет. And it doesn't detect, it isn't like a compass that we would use that would point at the North Pole. И это не тот компас, которым пользуемся мы, который указывает направление на Северный полюс. It measures the angle between the magnetic field of the Earth and the surface of the Earth. И этот компас измеряет угол между магнитным полем Земли и поверхностью Земли. At the poles, the angle is vertical. The magnetic field goes straight down into the poles. На полюсах это вертикальный угол, то есть магнитное поле проходит через полюса. Like that. Вот так вот. At the equator, the magnetic field lines are parallel to the surface. А на экваторе оно, соответственно, параллельно поверхности Земли. In between, they're at some angle. В промежутках существует тот или иной угол. That angle always points to the nearest pole. И этот угол всегда указывает на ближайший полюс. But it doesn't distinguish between a north and a south pole. При этом он не проводит различия между южным и северным полюсом. And that is the kind of compass that European robins have. И вот именно таким компасом пользуется европейская малина. And many other animals. Кроме того, и многие другие животные. Whales, insects, насекомые, fish рыбы. seem to use the same compass. У всех у них один и тот же компас. And it has been a big puzzle how it works. Существовала большая загадка, как же он работает. But some scientists proposed it works by using quantum entanglement. И, собственно говоря, был вопрос, как он работает. Некоторые ученые пришли к выводу, что он именно работает при помощи квантовой запутанности. Which you remember was the property that when particles are separated, they can stay connected. Как вы помните, это следующее свойство: при увеличении расстояния между частицами, между ними сохраняется связь. In this state, they are sensitive to magnetic fields. И в этом состоянии они имеют чувствительность к магнитному полю. And particles are made in this state in the bird's eye. И в глазу птички частицы существуют в этом состоянии. By light. Оно активируется светом. So when light meets the bird's eye, когда свет падает на глаз птицы, it generates a pair of particles that are entangled. Возникает пара запутанных между собой частиц. And these seem to be used to detect the Earth's magnetic field. И как представляется, с помощью этих частиц и определяется магнитное поле Земли. So those are three areas of quantum biology that are pretty well established. Вот это три направления внутри квантовой биологии, которые уже определенным образом устаканились. But it's still a puzzle. Но, тем не менее, остается загадкой. And the puzzle comes down to this reaction. Загадка, которая связана вот с этой реакцией. How can quantum mechanics survive in living systems? Как квантовая механика может выживать в живых организмах? When physicists do quantum mechanic experiments,
Когда физики проводят опыты по квантовой механике, they cool their systems down to absolute zero. Они охлаждают системы до абсолютного нуля. They perform them in a vacuum. Они проводят опыты в вакууме. And they remove all vibrations. И полностью убирают всю вибрацию. And yet somehow life is able to do this, remain quantum mechanical in this noisy system. А что касается жизни, она способна оперировать на квантово-механическом уровне внутри вот этой вот шумной системы. It's a big puzzle. Это загадка. But one that, if solved, could help many quantum technologies. Но если ее удастся решить, она поможет развитию очень многих квантовых технологий. Such as quantum computing. Например, квантовые компьютеры. It seems to be that how life manages to do it is it manages to use the molecular noise to remain quantum mechanical. Похоже, жизнь делает следующее. Она использует квантово-механический шум для того, чтобы оставаться на квантовом уровне. It's rather like a boat in a stormy sea. Это немножко похоже на корабль в бурном море. The boat can remain upright if it has sails. Он может сохранять вертикальное положение, если у него есть парус. And this is a little strange. Что довольно странно. Because it's using random noise, the wind. Потому что он использует произвольные шумы, то есть ветер, to maintain its stability. Для сохранения стабильности. Life similarly seems to use the molecular wind. Таким же образом, похоже, жизнь использует молекулярный ветер to keep us alive. Для того, чтобы мы продолжали жить. And that's really the topic of the book, Life on the Edge. И, собственно говоря, вот это и есть тема книги «Жизнь на грани», written by Jim Al-Khalili and myself. Которую мы совместно с Димой Халили написали. Jim is the physicist, I am the biologist. Джим физик, я биолог. Thank you very much. Спасибо вам за внимание. Огромное спасибо, господин Макфадден, за интереснейший рассказ. Дорогие друзья, немного времени у нас остается до конца. У кого появились вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, поднимайте руку. Можно будет спросить. Сейчас дадим. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к технологии редактирования генома CRISPR-Cas9? I think it's a very powerful technology, but it has nothing to do with quantum biology. Мне представляется, что это достаточно эффективная технология, но, насколько я понимаю, с квантовой биологией она никак не связана. А вообще, как относитесь к возможностям и редактированию генома? Нужно ли это делать? Морально ли это? That is a big question. Это очень большой вопрос. And not relevant to quantum biology. Он, в принципе, не связан с квантовой биологией. But I would say, if it keeps people alive, then it's good. Но мне представляется следующее: если это позволяет сохранить человеческие жизни, тогда это хорошо. Спасибо большое, дорогие друзья. Еще вопросы, может быть, у кого появились, не стесняйтесь, поднимайте руки. Меня интересует, есть песчинка. Песчинка это кристаллическая решетка. Это решетки есть ядро. Да? Что, скажите, держит эту кристаллическую решетку? Откуда берется энергия? Я спрашивала многих ученых, никто не может мне сказать, священников спрашивала. Не модели это вечного двигателя. Что заставляет электрон? Откуда сила берет электрон в песчинке вращаться вечно? Again, I'm not sure if this is relevant to quantum biology, but the energy of crystals is basically electronic energy. Но, опять же, не совсем это связано с квантовой биологией, но, в принципе, энергия
is electronic energy. Энергия кристаллов – это энергия электронов. It is the same energy that keeps magnets together. Это, собственно, та самая энергия, которая схлопывает магниты. Just as two magnets stick to each other, Два магнита притягиваются друг к другу, so two atoms stick to each other. Также и два атома притягиваются In a друг к другу внутри кристалла. Еще вопрос. Вопрос по поводу эффекта наблюдателя. Как меняет траекторию движения электрон в зависимости от наблюдателя? Как вы относитесь к гипотезе, что электрон обладает, раз он обладает выбором, то он обладает сознанием? This is a very difficult problem in quantum mechanics. Это, в принципе, очень сложная проблема в квантовой механике. No one has the answer to this. Ответа на нее не знает никто. Why is it the world appears normal to us when at the lower level it seems to be very strange? Почему мир нам кажется нормальным, при том, что на более низком уровне он выглядит, мягко говоря, странно? And in experiments it seems to involve observation. В опытах действительно есть понятие наблюдателя. But most scientists believe today that the observation just disturbs the system. Но большинство ученых сейчас считают, что наблюдение только нарушает гармонию системы. And it doesn't involve consciousness. И сознание тут, в общем, ни при чем. An inanimate measurement can still do the job. Если мы измеряем неодушевленным путем, это сохраняет свою эффективность. Будьте добры, вопрос. Вот исходя из той схемы, которую вы вначале говорили о свойствах частицы электрона, то есть в первом случае он остается частицей, во втором, когда мы не смотрим, то есть когда наблюдатель отсутствует, он приобретает волновые свойства. Может ли это являться доказательством тому, что мы, по сути, живем в искусственно созданной матрице трехмерного пространства, в которой действуют определенные законы, и частица, попадая в эту сферу, она подчиняется законам трехмерного пространства. Во втором случае... Можно одну секундочку, да? If we go back to the ultimate nature of the electron, as well as the particle and the wave, and the implying the observer, could we deduce from that the wave will be in a three-dimensional matrix? И во втором случае, то есть когда наблюдатель отсутствует, то частица подчиняется законам, выходящим за пределы трехмерной матрицы. И приобретает свойства волновые. Может ли это являться доказательством тому, что существует многомерность пространства, то есть это как бы подтверждение многомерности пространства, раз, и что наблюдатель влияет на состояние частицы, то есть он придает ей вот эти свойства. Да, я понял ваш вопрос. There are many interpretations of quantum mechanics. В принципе, существует много интерпретаций квантовой механики, that deal with the problem of what happens when the electron in the experiment I described seems to be in two places at once. И объяснение того, почему во время опытов электрон оказывается одновременно в двух местах. Until you observe it. До того, как его за ним начинают наблюдать. One of the most controversial explanations Одно из самых противоречивых объяснений is called the multiverse theory. Multiverse theory. It's like universe, only multiverse. Вот и одно из самых противоречивых называется мультиверсальное, то есть как бы вот от слова universe, universe одна вселенная, multiverse множественная вселенная.
in this interpretation, и в рамках этой теории the electron goes through one hole in one universe, а электрон пролетает через одно отверстие в одной вселенной and another hole in another universe. и через другое в другой вселенной. And that means when we make an observation Это значит, что если мы наблюдаем этот процесс in our universe, в нашей вселенной, then we split it into two universes. тогда мы как бы делим его на две вселенных. And every time a quantum event has to make a choice, И в каждом случае, когда некое квантовое действие должно сделать выбор, the universe is split. вселенная делится. So you end up with multiple universes. В результате появляются множественные вселенные, Trillions and trillions of universes их триллионы, existing in parallel, и они существуют параллельно. where everything that could possibly happen И все, что там может происходить, happens in the multiverse. происходит вот в этом мультиверсном пространстве. It is very strange and very mind-boggling. Это очень странно и труднопостижимо. But many very eminent physicists believe it. Однако в это верят многие очень известные физики. That beside our universe Что помимо нашей Вселенной is a trillion other universes, существуют триллионы других Вселенных. all slightly different from our own. Все они немножко от нашей отличаются. Very strange. Странно. Господин Макфадден, огромное спасибо, что нашли время, что пришли к нам сегодня. Дорогие друзья, пожалуйста, аплодисменты.